Друзья, всем салют! По вашим просьбам показываю аксолотлей, показываю Виталика, и он сейчас расскажет пару слов о их содержании. Вы просили в прошлый раз рассказать о них, но мы как бы так вскользь прошлись, и сейчас вот Виталик подробно расскажет нам, в каком объеме они содержатся и с какого возраста ты их брал. Брал я их маленькими, брал я их вообще вот такими мальками, где-то со спичный коробок. Ну, это, по крайней мере, такие я нашел. Больше я не мог найти в тот момент, когда мне захотелось, их нигде не было. Аксолоты продаются в основном, плодятся зимой, весной, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот, брал я их, и то у меня был здесь один такой дегенератный, за него даже хозяин денег с меня не взял, так он и пошабашил. Так получилось, что он и пошабашил сразу, потому что он был какой-то дегенератный сам по себе. Скажу так, объем тут где-то примерно литров 30-35. У меня хоть аквариум и узкий, но он у меня длинный. Он у меня длинный аквариум. Здесь на аксолотле у меня стоит наружный фильтр. 206 фильтр стоит и флейта полностью. Аксолотли не любят течение. Флейта у меня направленная вот так, на ту стенку. Потому что они не любят течение. Первое. Второе. Аксолотлы любят холодную воду. Кто бы там ни говорил, что там можно содержать там и в 25 в воде и там до 30. Да, периодически он это выдерживает. Но в основном у него должна быть температура воды в пределах 20 плюс-минус. Поэтому водичка должна быть холодненькая. Подмена у них воды ведется практически 90%, я подмену воды делаю раз в неделю. Они этого не боятся, им это наоборот хорошо. Их, когда как только водичку поменяешь, они такие аж краснеют, такие, классненькие. Видно, что им нравится, да? Да. Вот это, походу, у меня вот это самец, и походу то самец, а вот то, походу, самка. Так говорится, я размножением заниматься не собираюсь, я брал себе чисто для красоты. Аксолотля кормлю только мотылем, больше ничего не едят. Кто бы там что ни говорил, пробовал я им и личинки всякие давать, и червей давать всяких. Червей обычных земляных, побаиваюсь давать. Почему? Потому что, это надо их вымачивать, чтобы там заразу какую-то не хапануть и тому подобное. Давал, они едят червей. Но не забудьте одно, что эта рыба, она, не рыба, а личинка эта, она, она снизу не видит ничего. Она видит только корм сверху и так на уровне глаз, потому что глаза, у них морда плоская, глаза у них сверху головы. Поэтому они видят только то, что падает. Они знают уже, когда выключается фильтр, они уже знают, они уже понимают, что их будут кормить. Малышей кормил раз-два в день, по чуть-чуть. Когда уже взрослые, уже чуть больше года, которые встают, я кормлю 2 раза в неделю. Поэтому как-то так. Это сколько им сейчас? Около 1,5 года где-то. Да, где-то 1,5 года. Они уже взрослые. Я уже кормлю их 2 раза в неделю. Еще какие-нибудь есть у них особенности содержания? Особенности содержания того, что не нужно всякие камешки стелить для аксолотля там, где вы их кормите. Потому что, эта рыбка такая, не рыбка обратно же, личинка такая, он подплывает, грубо говоря, а потом резко хватает, и он не видит, что он хватает. Он может хапануть камень и этим камнем подавиться. Если камень, во-первых, самое главное, у них в аквариуме, где держатся аксолотли, не должно быть ничего острого. У них очень мягкая шкурка вот эта вот, очень мягкая. И пораниться, и умереть очень легко. Он может глубоко разодрать, хапануть этот камень, разодрать ним внутри все, и он умрет. У аксолотля бывают бои. Бывает, не спорю. Могут отгрызть лапу, могут отгрызть кусок хвоста. Все это восстанавливается, за это можете не переживать. У них очень хорошо работает регенерация. Поэтому главное, чтобы была целая голова. Все остальное у них все это со временем отрастает. Желательно, конечно, содержать одного аксолотля, потому что, все равно, если их несколько, все равно рано или поздно у них, возникают какие-то ссоры. А ссоры у них возникают только на одной почве. Когда один плывет, а второй видит, что что-то плывет, и он его хватает, потому что все ему кажется, что это еда. Не более того. Как бы междуусобных войн у них нету. У них чем угодно пошевели перед мордой, они будут это хватать. Поэтому он не разбирается, то ли его же дружок плывет, то ли же червячок какой-то плывет. Он все равно его ухватит.
Поэтому как бы они бывают, а когда уже хватает, он не отпускает, он держит до последнего, потому что, ну, это так природа создана, он хватает всякие в природе червячки, личинок, и он держит, пока личинка не перестанет дергаться, и он ее глотает. Так что камни острые, крупный грунт, который он, все, что влезет ему в рот, он может все проглотить. Плюс к этому ко всему, кушает он хорошо, гадит он тоже хорошо. Если вы поставите внутренний фильтр, то внутренний фильтр вы будете мыть очень часто, потому что он сильно будет забиваться. Очень много отходов от него. Если вы их не будете мыть, фильтра вовремя, вода у вас начнет мутнеть и будет мутная вода. Поэтому ему нужна фильтрация. У меня вот, грубо говоря, на 30-40 литров аквариум стоит наружный фильтр, который здесь вообще не должен стоять на такой объем. Но я мучился поначалу с внутренними фильтрами, поэтому потом пришел к тому, чтобы поставить наружный фильтр. И меня это устраивает, он справляется с этим всем, и все нормально. Аксолотлы живут нормально. Что касается содержания с рыбками. Категорически нельзя. Ручной. Они не боятся. Видишь? Видишь, он все принимает за еду. Да, Он все хватает, все, что не телепается, все он хватает за палец. Видишь? Да, да, да. Я специально руку и засунул. Вот видишь, хватает. А хватает он очень резко. Вот даже вот сейчас он опустится, я ему поднос. Вот видишь? Да. Видишь? Да, да, да. Он не кусается, оно не больно. Но он хватает очень резко. И поэтому любая проплывающая зверюшка или еще что-нибудь, он ее ухватит. Вот у этого лапки целенькие. А ну сейчас посмотрим на второго. Они обычно за лапы хватают. А у этого, по-моему, нет одной лапы. Нет. У этого вот одна лапка передняя уже начинает отрастать. Была укушена. У беленького. Да, да, видно. Нет, а другая, та на той стороне. Вот эта лапка. Вот она. Но она отрастет. Будет все нормально, будет обычная лапка. А третье утро. И такое место, куда они не могут залезть, чтобы оттуда потом не вылезти. Потому что они бывают, у них такое бывает. Они залазят между камнями и тому подобное и не могут вылезти. С растениями они живут довольно мирно. Растения не едят, растения не вырывают, грунт не копают. Поэтому как бы нормально. С рыбками, это самоубийство. Рано или поздно он в ней увидит корм, и он ее съест. Все. Это будет просто корм. Также точно и их с большими. Как там один мне когда-то задавал вопрос по поводу того, что с черепахами держать. Черепаха сожрет ее сразу. Черепаха, хищник, еще тот. Да. А как они кислороду в воде? Чувствительны? Да. Если долго воду не менять, они подохнут. Они чувствительные к кислороду. Но у меня здесь нету кислорода. У меня здесь просто колебается. Я направил так, что у меня постоянно волна идет сверху. И поэтому идет насыщение кислорода. Подмены я делаю еженедельно. При отключении электричества. Нормально. Нормально. Не было у нас при первых обстрелах, не было 2 суток у нас света. Нормально. Живые. Ему, если не хватать будет воздуха, он всплывет и хапанет воздух атмосферный. Это ж амфибия. Он может, не особо сильно, но атмосферным воздухом он тоже может дышать. Ребят, я думаю, что в принципе мы осветили тему с аксолотлями. Как видите, ничего сложного в содержании, но в то же время есть свои нюансы. А так? Можно кормить мотылем, можно кормить. Я когда-то, может это неправильно, может для интернета это не нужно, но я брал деформированных рыбок, мне отдавали с разводни, которые, просто они даже для аквариумистики негодные, которые толком не плавают, не все. Можно этими рыбками кормить, у кого есть такая возможность. Можно червями кормить. Но желательно червей покупать тех, которых продают у людей, которые занимаются зоофобусом, как он называется. Да, зоофобус. Зоофобус, которые чистые черви, не те, которые у нас в земле, а те, которые на фермах черви. Но обратно, перед тем, как их кормить, надо, чтобы с них вышла земля. То есть, я, допустим, покупал когда-то на пробу, но я покупал немного, я покупал там пару стаканов. Как-то упросил, они такими порциями не продают, самые дешевых я покупал. Я забрасывал их в стакан с водой и воду периодически менял, и эти черви выкакивали все и кормил. Да, они их едят.
Ну то, наверное, ты калифорнийский, наверное, червь. Он как обычный, да? Ты коричневый? Да. Просто зоофобус это такая личинка белая, оно Не-не-не, ну Все, обычные калифорнийский, черви я понял, да, я да. покупал этих, которых вот это Мгм. вот для земли. Да, я понял. Что вот эту землю делают, там специально на удобрения продают, и вот это они туда червей этих запускают специально. Для биогумуса, да, вот это. Да. Ну а И- начинающим, как ты Ну, порекомендуешь? Я не посоветовал. Все-таки есть небольшие сложности, которые новичок не сможет. да? Дороговато, будем Ага, так даже говорить. так. Дороговато их содержать. Это не тритон, это аксолот. Тритон, он попроще, но тритону нужна суша. Тритон должен вылазить на сушу, он должен подсушиваться. Аксолот не сохнет. Аксолотля нельзя брать руками. Я, если вы видели только что на ролике, я это показал только чисто из-за того, что для него любое мое дотрагивание в этой воде, для него это ожог. У него очень чувствительная, он как слизистый. Он такой слизкий, как, ну как, я даже не знаю, с чем Как его слизняк. сравнить. Ну да, как слизняк, он такой слизкий сам по себе по ощущению. Но в руки его брать нежелательно. Ну, меня они не боятся, потому что я их кормлю, бывает, с рук. И червями кормил с рук, а мотылем кормлю с пинцет. Они уже привыкли. Да, они просто уже знают, они уже привыкли, и поэтому как-то так. Разницы белые или серые нету никакой, только разница в цвете. Поэтому как бы разводятся они очень легко. Их даже можно, вплоть до того, я читал про них и разговаривал с людьми, те, которые их заводят. Их некоторые даже на зиму спячку уводят, в холодильник ложат и все. 5 градусов, потихоньку спячку. Ну, мне это не надо, мне они круглый год нужны, чтобы плавали, мне не нравится. Тритоны, конечно, они чуть повеселее, чем аксолотли, но тритонам нужно делать островок. Тритоны могут по проводу вылезти, чего аксолотли этого не могут. Аксолотли сидят все время в воде, все время там, и поэтому как-то так. А что по разведению, ты сказал, что их легко? Они разводятся, они могут сами даже в общем аквариум развестись. У них надо сезон дождей сделать, то есть большой перепад температуры сделать резкий. И они тогда пойдут на нерест. Но надо, чтобы был и самка, и самец. Они, как и рыба, икру отложили и смотались. И все. Но при этом надо знать, потому что при подмене воды икра осушится, и она пропадет. Ну, по крайней мере, я читал именно так. Я не разводил и разводить не собираюсь. Живут они долго, поэтому мне их достаточно. Какое время они живут? Ну, там говорили, что вроде бы как больше 10 лет они живут. Я не знаю. Да, достаточно долго. Я не могу утверждать, сколько лет конкретно, но, по крайней мере, говорили, что долго. А так, проверим. Да. Ну вот, ребятки, мы ответили, надеюсь, на ваши вопросы. Если еще какие-то есть, то задавайте, пишите в комментариях. Ну, либо напрямую обращайтесь к Виталику, он вам ответит на них, что знает. Обращайтесь. До новых встреч. Пока-пока.